Я помню, когда я еще работал в Японии, меня как-то учитель спросила, а в чем, собственно, разница? А вот в этом предложении нужно to me and for me. Я помню, что я не мог объяснить, почему, но я мог сказать, где какая фраза или какое предложение для меня, по крайней мере, звучит правильно или верно. В сегодняшнем видео мы постараемся с вами вывести, если оно есть, какое-то, в кавычках, правило. Потому что если вы смотрите меня давно, вы знаете, что язык подчиняется своим правилам, его создают люди. После уже того, как мы это можем все посмотреть при помощи корпуса, проанализировать, вывести какую-то тенденцию. Тенденция по-английски это trend. Давайте я вам предложу небольшое предложение, коротко, попробуйте его сказать по-английски и посмотреть, как вообще вы чувствуете предлог to и предлог for. Допустим, вы хотите сказать, что для вас семья очень важна, как институт. Скажете ли вы family is important to me? Или вы скажете family is important for me? По традиции можете поставить это видео на паузу, а затем проверить, совпал ли ваш ответ с моим. Общепринятым предложением будет являться family is important to me. Вы спросите, почему for здесь не используется? И здесь, я думаю, если вы интересовались этим вопросом, гуглили, очень много обсуждений на форумах, дилетантских, скажем так, обсуждений, не от профессионалов. Очень многие, наверное, пользовались услугами искусственного интеллекта, который придумывает правила просто на ходу. Об этом чуть позже. Многие, может быть, в фильмах встречали, или же вы живете в англоговорящей стране и слышите. Может, даже вы сами используете, но никогда не задавались вопросом. Но мне, как учителю, очень часто задают такой вопрос, и мне нужно иметь инструменты в своем арсенале, чтобы уметь это все объяснить доступно. Доступно — это ключевое слово, потому что человек сидит, говорит, я понял, ты ему даешь какое-то маленькое задание, все, мальчик поплыл, мальчик попал. Если верить всем объяснениям, которые вы только можете найти в нашей обширной сети Интерда, to me, когда вы говорите про семью, my family is important to me, вращается вокруг лично вашего какого-то мнения. To me относится к чувствам и эмоциям. Если мы проведем линию к for me, то согласно всем вот этим объяснениям, форумам и так далее, for me акцентирует внимание на какой-то выгоде для меня. Каким образом что-то полезно для меня основывается на личном каком-то опыте. Я это могу использовать и извлечь из этого выгоду или нет. То есть в данном предложении family is important to me можно заменить как по мне, так лично для меня как бы мое отношение к институту семьи, оно вот такое. И вариант family is important for me, он тоже есть, но не вдаваясь в подробности, я вам не буду объяснять, что это значит, вам это не нужно. Вам нужно запомнить, как я, как учитель вам советую, запомните по фразам. То есть, когда вы будете говорить, что что-то для вас важно в плане вот лично ваше отношение к какой-то проблеме, к чему-то, каким-то институтам, семья, любовь, marriage и так далее, ваша точка зрения. Я считаю, я полагаю. Вы будете чаще всего говорить to me. Изначально исторически to me встречается в рукописях, в первых книгах чаще, чем for me. For me появилась после. Если вы посмотрите по запросу important for me и сравните в корпусе important to me встречается около 4000 раз на миллион статей. А если сравним это с for me, там получается около 200 с чем-то раз на миллион статей. То есть, в общем, если мы посмотрим, to me появится у вас в речи чаще, вы чаще это услышите. Если вы посмотрите уже конкретно на примеры, вы поймете, что там темный лес, и ни одно правило, которым нас пытаются накормить с экранов наших телефонов, я имею в виду в соцсетях, никакое правило не попадает. Но есть какие-то общие тенденции более или менее. Запоминаем по фразам. Потому что иначе, вот именно с прилагательным и всеми его синонимами crucial, vital, essential, necessary, это так работает. С другими словами гораздо легче, потому что слово important имеет две коннотации. Important в плане важно вообще, как бы мое отношение, и important в значении useful, полезный. Вот из-за этой семантической особенности прилагательного important и предлогов меняется и смысл. Но это настолько тонкая
отличие, что в большинстве случаев, особенно в casual разговоре, никто в здравом уме и памяти не заметит разницу, если вы подмените один предлог другим. Вообще. И самая хорошая новость — это то, что ни один известный, качественно, грамотный, составленный тест на знание английского языка в жизни никогда не будет вас test your knowledge on to me versus for me. То есть вообще никто из нормальных людей так делать не будет, потому что это уже настолько gray area, что даже сами англофоны зачастую просто не понимают вообще, почему я так говорю. Но я вот так чувствую. Общий тренд какой? Когда вам нужно выразить свою точку зрения, я отношусь к этому вопросу, к этой проблеме таким-то, таким-то образом, используется important to me. Например, я пришел к вам в гости, вы мне показываете, вот у меня фотография, а вот эта фотография особенно для меня ценна, важна. I value this picture, it's very important to me because my grandma gave it to me. От бабули досталась эта фоточка, и для меня она очень важную представляет ценность. Important for me — очень странное предложение само по себе, потому что for подразумевает какую-то выгоду. То есть for мы используем, когда речь идет о какой-то пользе продукта, товара, какой-то техники, книги. Например, вы можете сказать avocado is important for you. Or про себя avocado is important for me в смысле healthy. Здоровая еда и для меня важна. Or this book is very important for me to pass the test. Чтобы сдать мне этот экзамен, книжка для меня очень важна. То есть for всегда обращает внимание, акцентирует внимание на пользе, usefulness, и выгоде, benefit. То есть еще раз, for мы используем, когда хотим показать выгоду какого-то товара, продукта, или когда вам нужно сказать, что для вас что-то трудно или легко дается. Например, вы говорите English is hard, не to me, а будет for me, потому что для вас лично это заходит на территорию experience. То есть for завязано еще на experience, у to me такого смысла нет. Поэтому English or Japanese or Arabic is so difficult for me, so hard for me. И наоборот, ваш английский. Семочки. Easy peasy, cover girl. English is so easy for me, or English is so easy for her. Вы можете местоимение менять, там не всегда будет me, кстати. It's necessary for me to pass this test. Для меня очень важно сдать этот экзамен, этот тест. Почему? Ну, там, наверное, на кону вся жизнь, ваше будущее. То есть, опять же, какая выгода вам от этого, какой experience, какой fabric и сколько details в этом всем. Также предложение, например, с прилагательным helpful. This book is helpful to me или for me. Helpful — это непосредственно влияние на какого-то человека, то есть она полезна чем? То есть у нее какое-то применение есть, цель. То есть, наверное, вы ее читаете, получаете знания, очень для вас важно, поэтому for. The book is helpful for me. Как стандарт можете запомнить, а не to me. Salmon is very important for your diet. Salmon is very important for you. Почему? Потому что вы будете его есть и надеемся, что будете здоровы. Сейчас я вам дам фразы, которые используются чаще всего с to me. Это устойчивые словосочетания, мы их просто зазубриваем, запоминаем, и ваша жизнь будет прекрасная. Как Елена с острова Крит. It's clear to me. Мне все предельно ясно, понятно. It's obvious to me. Тот же самый смысл. It's strange to me. Странно для меня это все. It's surprising to me. Для меня все это удивительно. Seems familiar to me. Что-то где-то я это уже видел. Меня мучают смутные сомнения. Заметили, что во всех этих выражениях it's surprising to me, it's strange to me, здесь вы высказываете свое мнение. Как по мне, так. То есть вы здесь не говорите ни о какой выгоде, ни о том, что вы испытываете что-то, что вы делаете. Это вообще не тот смысл. Поэтому for работать с этими словами не будет. For используется со следующими прилагательными, как я уже сказал. It's easy, hard, difficult, challenging и все вот это синонимичный ряд. For me, потому что непосредственно вы испытываете трудность, вы что-то делаете. Experience. It's possible or it's impossible for me. Опять же, вы что-то это делаете самостоятельно, поэтому либо подвластно вам это что-то сделать, либо невозможно совершенно. Convenient. It's convenient or inconvenient for me. Помните, когда вы по телефону себе назначаете встречу, либо вам надо когти сделать, либо hair, либо еще что-нибудь, педикюр, маникюр, а вам дают какое-то время, вы говорите sorry, but this time is inconvenient for me, or tomorrow is inconvenient for me.
Мне не подходит. Для меня не подходит завтра. Сюда же относятся прилагательные bad or good, or great, и все их синонимы. It's bad for you. Имеется в виду здоровье. Помните, вся вот эта еда и питье для здоровья for. It's good for you. Жрите брокколи. Брокколи для вас полезно. It's dangerous for you. Опасно, не трогайте пальцами, эта лягушка ядовитая. Too much for me. Здесь в значении too much либо вам положили на тарелку очень много картофельного пюре с тефтельками, либо вот эта вся ситуация, вот эти все эмоции, it's too much for me. Опять же, это все запоминаем как set phrase или, если хотите, lexical bundle или, если хотите, collocation, там у них названий миллион. It's enough for me. Опять же, говорим конкретные понятия, либо абстрактные. Кроме предложений, когда вы говорите, что что-то is important for you или to you, вы можете использовать с инфинитивом. What's important for me to say? Видите, important for me, и дальше идет инфинитив с предлогом to. What's important for me to say? Для меня очень важно сказать, и дальше вы, как правило, так начинают речь, когда вам подарили какой-нибудь ценный приз, наградили каким-нибудь Оскаром и так далее. It's important for me to see you move on. It's important for me to see you move on. Здесь мы используем опять for, потому что для вашей выгоды вам это приносит какую-то радость. Видеть, что человек забыл обо всем прошлом и продолжает жить, очень важно. It's important for me to listen to people. Опять же for, потому что это какая-то личная выгода и опыт для вас. Это каким-то образом beneficial for you. И тут мы подходим к самому интересному. Пролопатив корпус, я нашел очень много примеров из фильмов и из живой речи, там, например, в новостных передачах CNN, ABC, BBC, каких-то ток-шоу. Люди очень часто миксуют все вот эти вот for me, to me, несмотря на то, что это лично какая-то для меня выгода или для тебя выгода. Например, It's a little hard to me to understand how you could be having so much fun. Это прямая цитата из фильма 91 года Johnny Suede. И собственно, вот так там используется. It's a little too hard to me. Вместо for me, казалось бы, должно быть for. Но здесь это можно списать на какой-то, может быть, регионализм или штат отличается и так далее. Воспитание, может быть, для героя так специально прописали. Помню, что в фильме это сценарий. Сценарий пишут разные люди. То есть дискредитировать такой вариант мы не можем. Таких вариантов я нашел очень много. Что мы можем какой сделать вывод, проанализировав это? Мы можем сделать вывод о том, что все правила, которые нам пытаются сказать, они лишь поверхностные. Это нифига не правила, это тренд. Это тенденция. Они могут нарушаться. И bottom line вот этого всего. Не бойтесь сделать ошибку. Вот все, что я вам сказал, это очень хорошо. Прекрасно, что вы это знаете. Это по большинству. Большинство людей, может быть, так скажет. Но вариаций очень много, и эти правила, так как они не правила, не соблюдаются 100%. И этому подтверждение вы найдете в живой речи, в сериалах, фильмах, каких-то ток-шоу. В том же корпусе. Сейчас на ваших экранах вы увидите примеры предложений, и я предлагаю вам сделать небольшой тест, так сказать, quiz yourself. Принимайте во внимание те правила, о которых я говорил в начале этого видео. Свои варианты ответов пишите в комментариях. Если вам что-то непонятно, можете задать вопрос. Устроим небольшую дискуссию. Keep it PG, keep it short. А я желаю всем отличных выходных, отличной рабочей недели. Пока.